Дорогие друзья, сегодня приглашаю вас познакомиться с моим авторским столбиком. Также мы с вами выполним интересный, очень простой узор с использованием этого столбика. Крючок 1,4, пряжа у меня стопроцентный мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Присоединяйтесь, вяжется просто, смотрится великолепно. Начинаем выполнение нашего узора с 20 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Выполнили. Далее я выполняю 2 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют полустолбик. Накид на крючок и ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю петлю от крючка. И выполняю полустолбик. Так я выполняю полустолбики в каждую воздушную до конца моего ряда. Раппорт в ширину нашего узора 4 петли. Я буду выполнять 4 раппорта. 4 умножить на 4 будет 16. Плюс 2 петли я добавляю для симметрии узора. И 2 петли я добавляю для формирования полотна. У меня получается 20 воздушных петелечек. Я выполнила ряд полустолбиков, как мы с вами договаривались, и приступаю к выполнению ряда наших интересных, классных столбиков. Выполняю 5 воздушных петелечек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваю. Далее очень внимательно. Столбики выполняются на основе столбиков с 3 накидами. Я выполняю 3 накида на крючок. Пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю столбик с 3 накидами. Вот таким образом выполнили. Далее я ввожу крючок в накид и нить столбика и провязываю. Далее опять накид и нить столбика и провязываю. Накид и нить столбика и провязываю. Далее накид, ввожу крючок в следующую вершинку. И теперь очень внимательно. Сначала я провязываю 3 петли и далее по 2. 2, 2 и 2. И вот такой у нас с вами объемный и в то же время ажурный столбик получился. Он вяжется очень просто, смотрится классно, объемно и интересно. Столбику соответствует 2 петли и 2 вершинки. Далее я выполняю 2 воздушные, 3 накида на крючок, пропускаю 2 вершинки и опять выполняю столбик с 3 накидами. И опять будем выполнять наш интересный столбик. Ввожу крючок в накид и нить столбика и провязываю. И провязываю. И еще раз мы с вами все это выполнили, то есть просто повторяем. Провязываю. Далее накид, ввожу крючок в следующую вершинку. И теперь провязываем 3 нити, далее 2, 2 и 2. Вот такая красота получается. Далее опять 2 воздушные. Напомню, раппорт в ширину 4 петли, раппорт в высоту 2 ряда. 3 накида, пропускаю 2 вершинки и еще один столбик я выполню немного побыстрее, поскольку мы с вами уже все это провязали. Провязали, провязали, провязали. Накид. И теперь 3, 2, 2, 2 и 2 воздушные. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Видите, да? Столбики очень классные получаются. Мы с вами выполнили
наш ряд. И я завершаю выполнение ряда. Очень внимательно смотрите, я выполняю столбик с 3 накидами в мою воздушную петелечку подъема. Не забываем ее провязывать. Вот таким образом. Наш ряд завершен. Полотно наше вот такое получается, видите. И теперь я могу приступить к выполнению следующего ряда. Ряд полустолбиков. 2 воздушные петли подъема, которые у меня заменяют один полустолбик. Работу разворачиваю, накид, пропускаю первую вершинку. И, как я и говорила, нашему столбику соответствуют 2 вершинки. Я провязываю первый полустолбик и второй полустолбик. Здесь ничего сложного. Далее я под воздушные выполняю 2 полустолбика. Раз и 2. И опять вершинку первую и вершинку вторую. Далее опять 2 полустолбика под воздушные. Раз и 2. Итак, мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда полустолбиков. Очень внимательно не забываем провязывать нашу 5-ю воздушную петелечку подъема или первую петлю от вершинок. Провязали. Наш ряд теперь завершен. Мы находимся на изнаночной стороне, вот так столбики по изнанке смотрятся. И приступаем к выполнению следующего ряда. Опять мы с вами будем выполнять наши вот такие классные, интересные столбики. Начинаем с 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петелечек подъема. Работу разворачиваю. 3 накида на крючок, пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок, выполняю столбик с 3 накидами. Повторюсь, раппорт ширину 4 петли, раппорт высоту 2 ряда. И провязываем все точно так же, ничего сложного, как мы выполняли с вами ранее. Вот таким образом. И провязываем. Быстро и просто. Видите, они получаются и ажурные, и в то же время объемные. 2 воздушные, столбик с 3 накидами. Пропускаем 2 вершинки, в следующую ввожу крючок, столбик с 3 накидами. И провязываем. Опять же накид. И наш столбик готов. 2 воздушные. Вот такая красота у нас получается. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Напоминаю, раппорт высоту у нас 2 ряда. Это наши столбики интересные и полустолбики. Я завершаю выполнение нашего ряда интересных, объемных и ажурных столбиков. 3 накида на крючок. И смотрите, я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема. Не забываем ее провязывать. И выполняю столбик с 3 накидами. Мой ряд завершен. Видите, вот уже хорошо прорисовывается наш узор. Классно смотрится. Очень-очень нежно. И далее 2 воздушные петли подъема. Работу разворачиваем. Пропускаем первую вершинку и начинаем выполнение наших полустолбиков. 2 под арочку, 2 полустолбика и так далее. Так вы выполняете очень простое, в то же время красивое полотно из наших столбиков и воздушных петель на необходимую высоту. Повторюсь, раппорт ширину 4 петли, раппорт высоту 2 ряда. Сам столбик расположен на 2 петелечках.
Мы с вами выполнили вот такой красивый, в то же время очень простой узор из наших волшебных или интересных столбиков, да, необычных, уникальных, можно сказать. Повторяюсь, это моя авторская разработочка для вас. И полотно великолепно будет смотреться, если вы выполните поперечное вязание сверху вниз, снизу вверх. То есть обязательно поэкспериментируйте. Можно полустолбики заменить столбиками без накида. С накида можно увеличить количество воздушных петель между нашими столбиками. Повторюсь, раппорт ширину у нас с вами 4 петли, раппорт высоту 2 ряда. И сам столбик располагается на 2 петелечках. Вот так нежно, красиво, аккуратно, очень необычно смотрится и в то же время вяжется очень-очень просто.